Вы когда-нибудь видели, как проходят профессиональные гонки по дрифту? Это просто потрясающее зрелище, особенно когда выступают настоящие гуру автоспорта. И об одном из них я и хотел бы вам сегодня рассказать. В этом видео вы узнаете всю историю одного из самых титулованных дрифтеров в мире – Георгия Чивчана по прозвищу Гоча. Я расскажу вам о том, как он увлекался автомобилями и как пришел в автоспорт. А в конце видео вы узнаете, как появилась одна из самых успешных в мире гоночных команд по дрифту Forward Auto. 21 января 1986 года в городе Красноярск родился один из самых знаменитых российских дрифт-гонщиков Георгий Чивчан. При этом Гоча, так его прозвали, стал популярен не только в своей родной стране. Он завоевал внимание буквально всего мира. Вы только вслушайтесь в то, сколько у него титулов. Гоча становился чемпионом российской дрифт-серии 4 раза, 2 раза выигрывал интернациональный кубок FIA, участвовал в международном турнире в Японии D1GP, а помимо этого становился чемпионом России и Сибири. В общем, можно с уверенностью сказать, что этот спортсмен мирового уровня. Но лично я больше всего удивляюсь тому, что Гоча все это время выступал на одной и той же машине. Узнать его среди всех других гонщиков можно просто взглянув на автомобиль. Желтая Nissan Silvia S15. Яркая, небольшая и очень мощная машина. Именно на ней он завоевал все свои титулы как в России, так и за рубежом. И сегодня я подробно расскажу вам всю историю становления чемпиона. Детство и семья. Кажется, Гоче было суждено увлекаться автомобильной тематикой. Его старший брат любил спортивные машины, а вместе с отцом они продавали автомобильные запчасти. Естественно, юный Георгий все время был рядом со своими родственниками и помогал чем только сможет. В подростковом возрасте он уже занимался продажей и ремонтом тачек, а также увлекался уличными гонками. С них-то и началась его история. Вообще, Георгий, как он сам рассказывал, в школе учился не очень хорошо. У него было несколько троек в аттестате. Правда, это не сказалось на том, что Гоча пошел получать высшее образование. Он поступил в политехнический университет. Даже тогда он понимал, что ему нужно учиться там, где будет интересно. Так что направление он выбрал свойственное – про автомобили. Как увлекся уличными гонками и дрифтом. В 2000-х не было никакого понимания о том, какие бывают гонки. Все вокруг занимались обычным драг-рейсингом, то есть заездами кто быстрее на короткое расстояние. Георгий и Владимир все время были в этой среде. По воспоминаниям гонщиков, в те времена ночами собирались сотни машин. И все они были, что называется, made in Japan, ведь на улицах царила культура японских автомобилей. Естественно, обилие спортивных и громких тачек не очень-то нравилось местным жителям и правоохранительным органам. Но нашему герою с этим повезло. Он не попадался полиции, хотя и поймать его было за что, ведь водить автомобили он начал еще будучи подростком, не говоря уже о наличии прав. Как рассказывал сам Гоча, дрифту он научился еще в 16 лет. Зимними ночами он гонял на машине брата по заснеженным дорогам. Видимо, тогда-то он и почувствовал, что ему очень нравится такой стиль вождения. Правда, для того, чтобы крутить в пятаки круглый год, потребовалась бы машина, отличная от всех тех, что были на улице. Чаще всего гонщики выбирали мощные полноприводные машины, но для дрифта нужен был задний привод. Так что увлечение Гочи дрифтом вылилось в то, что он в 2004 году приобрел себе ту самую желтую Nissan Silvia S15. Купил он ее с японского аукциона. Машина уже была немного модернизирована. В ней была блокировка дифференциала, а это самое важное для дрифт-машины. Также установлены спортивные стойки от бренда HKS, а сам кузов был украшен новым крутым обвесом. В общем, это была очень красивая машина. Правда, со временем и этого стало не хватать, и Гоча стал всячески модернизировать свою тачку. Знаменитая машина Гочи. Специально для этого видео я пересмотрел огромное количество интервью и статей, чтобы более полно погрузиться в историю Гочи. Гоча продолжал практиковаться в дрифте все время.
и со временем ему стало не хватать мощности автомобиля в текущей комплектации. Так что Георгий принялся ее увеличивать. В машину был встроен турбонаддув, новые спортивные форсунки, улучшена топливная система, подвеска. В общем, Гоча тратил всю свою зарплату на модернизацию машины. А самое главное, он делал все своими руками. И забегая наперед, я скажу вам, что это удавалось у него очень даже хорошо. Если раньше его машина выдавала мощность в пару-тройку сотен лошадиных сил, то со временем эта цифра начала приближаться к 7 сотням. Правда, это уже достаточно далекое будущее. Но где же Гоча брал деньги для своей машины? Он все так же продолжал работать в сфере автомобилей. В свое время молодой человек открыл небольшой сервис, а в 2008 году он открыл свой собственный магазин запчастей для спортивных автомобилей. И это очень даже интересная история. В том же году Гоча решил принять участие в кольцевых автогонках. На них он буквально жег тормоза на своем автомобиле, а новых в его родном городе было просто не найти. Тогда-то он и понял, что можно начать торговать редкими спортивными автозапчастями, что стало неплохим таким бизнесом. Среди уличных гонщиков быстро разошлись слухи о том, что у Георгия можно приобрести одни из лучших деталей на рынке. Так и зародился Forward Auto, о котором сейчас слышал, наверное, каждый любитель автомобилей. Дрифт-гонки «Царь RDS». Как я уже говорил, Гоча очень сильно увлекся дрифтом. Но в 2000-х ни в Красноярске, ни в других российских городах не было ни одного соревнования по этой дисциплине. И кто знает, может быть, не было бы никаких турниров, титулов, подиумов и славы, если бы не «Царь». Но кто это такой? Пожалуй, один из лучших друзей Гочи – Аркадий Цареградцев. Тоже очень популярный и крутой дрифт-гонщик. Правда, о нем сегодня я не буду рассказывать, все-таки это видео про Гочу. Ну а если вы хотите услышать его историю, то пишите об этом в комментариях, и я сделаю про него отдельное видео. Но вернемся к истории. Так вот, в те же далекие 2000-е Гоча познакомился с Аркашей. И именно это знакомство зародило дрифт в России. Аркадий, как и Георгий, хотели развивать это направление. И что делать, если нет соревнований? Правильно, организовать их самостоятельно. Аркаша стал двигателем этого процесса. Вместе с Гочей они стали проводить первые соревнования у себя в городе. Цареградцев занимался организационными вопросами, а Чевчан – судейством. Вообще Георгий хотел и сам участвовать в гонках, но он был настолько крутым спортсменом, что в те года это не имело бы никакого смысла. Первое место было бы всегда за ним. Но спустя время уровень дрифта в Красноярске наконец-то вырос. Гоча уже устал быть судьей, и он наконец-то вступил в гонку. В 2012 году в родном городе нашего героя построили трассу для автогонок. Изначально она не предназначалась для дрифта, но Аркадий Цареградцев смог добиться проведения на Красном кольце соревнований именно в этом направлении. Примерно в то же время начала зарождаться серия знаменитых турниров – Российская дрифт-серия. Правда, в те года соревнования были локальными, то есть проводились в основном в Красноярске. Но со временем гонки стали проводиться и на других трассах. Естественно, благодаря этому начала зарождаться популярность дрифта в России, и Гоча был среди тех людей, кто продвигал его. И особенный в этом толчок дало участие гонщика в D1 GP. D1 GP. Что это такое, спросите вы меня? Это на тот момент самые престижные международные соревнования по дрифту, которые проводились в Японии. И в 2013 году у Гочи появилась возможность выступать на этом соревновании. Сначала Гоча подумал, что это просто неосуществимо. У него не было спортивной машины в Японии, на которой можно было бы выступать. Так что нужно было доставить в Японию свою Сильвию, прямо из родного Красноярска. А стоило это просто космических денег. Да и взять в аренду автомобиль, который мог бы составить конкуренцию на соревновании, было просто невозможно. Из-за этих факторов Георгий решил отказаться от поездки, ну или отложить ее. Но тут появился еще один человек, который серьезно помог Гоче стать одним из лучших дрифтеров в мире. Примерно за месяц до начала соревнований Чевчану позвонил Дмитрий Семенюк. Он был одним из основателей российской дрифт-серии.
Во время звонка Дмитрий предложил свою помощь с транспортировкой автомобиля Гочи в Японию, а так как Георгий буквально мечтал о выступлении на D1, он не смог отказаться от такого предложения. Так знаменитый гонщик впервые оказался на самом престижном турнире среди дрифтеров. В 2013 году выступление Гочи можно назвать хорошим. Он смог пройти в топ-8 участников. Правда, не без проблем. В одной из гонок Георгий допустил ошибку и врезался в своего соперника. Из-за этого подвеска его автомобиля серьезно пострадала, и ему пришлось сойти с дистанции. Из-за этого он и остановился лишь в 8 лучших, хотя, я думаю, если бы не та авария, он смог бы занять призовое место. Но в любом случае весь мир услышал о юном гонщике из Красноярска. Японцы буквально кричали, когда Гочи выступал, ведь его стиль был очень крутым. Тогда же в его родной стране начали появляться статьи и видео о том, как гонщик выступал за рубежом. И то, что он смог занять топ-8 на самых престижных соревнованиях по дрифту в мире, показало, что уровень гонщиков в России очень даже высокий. В последующие года Гоча продолжил выступать на D1. Он даже построил новую машину, всю ту же Silvio S15, но только для выступлений в Японии. Собственно, она там и хранилась. И я хочу вам сказать, хоть Георгий и не занимал первых мест, его выступления всегда были очень яркими. А еще в мире стали все больше и больше говорить про дрифт. И тогда Международная автомобильная федерация решила провести свой чемпионат в этом направлении гонок. FIA. В 2015 году дрифт признали официальным автоспортом. Это означало, что теперь будут проводиться еще более крупные соревнования. Вот и в FIA решили, что нужно провести свои соревнования. Правда, готовились они к ним несколько лет. И вот в 2017 году прошел первый интерконтинентальный кубок FIA по дрифту. Правда, Гоча тогда не попал в призеры, а занял лишь 5-е место. Зато его друг Аркадий Цареградцев смог забраться на подиум и занять 2-е место. Тогда во всем мире стали говорить о дуэте гонщиков из Красноярска. Но главный триумф для Гочи был впереди. FIA анонсировали следующие соревнования, которые проводились уже в 2018 году. И в том году на трассу защищать свою родную страну отправилось 3 гонщика: наш старый добрый дуэт Гоча и Аркаша, а также Илья Федоров. Всего было 24 пилота из 14 стран. И самое удивительное то, что в топ-10 оказались все 3 наших. Илья занял 10-е место, Цареградцев 8-е, а Гоча и вовсе выиграл эти соревнования с огромным преимуществом, обойдя своего соперника в финале. Кажется, это настолько крутое достижение, что можно было бросать спорт, ведь найти более престижные соревнования казалось просто невозможно. Но, как вы уже знаете, Гоча стал 2-кратным чемпионом межконтинентального кубка FIA по дрифту. Свой 2-й подиум он занял уже в следующем году, и именно Георгий стал единственным 2-кратным чемпионом мира по дрифту. Гоча и его команда. Если вы думаете, что Гоча бросил спорт и стал почивать на лаврах, то вы ошибаетесь. Он вовсю продолжает тренировки и свои выступления. В 2023 году Чевчан занял 1-е место на Гран-при РДС. К этому моменту российская дрифт-серия уже считалась одним из самых престижных турниров в мире, где выступали гонщики со всей планеты. Так что можно уверенно сказать, что Гоча один из лучших в своем деле. Георгий выступает на всех соревнованиях вместе со всей командой Forward Auto. Чевчан является совладельцем этой команды. Но что вообще дают форварды Гочи? Я вам отвечу так. Все самое наилучшее. Буквально. В команде есть несколько высококвалифицированных инженеров, которые не только могут тонко настроить автомобиль гонщика, но и разрабатывают новые решения для автоспорта. К тому же все их изобретения проверяются на самом высоком уровне, ведь ими пользуется чуть ли не самый титулованный дрифтер на планете. Forward Auto прямо на деле доказывают качество своих разработок, поэтому многие участники РДС пользуются их услугами. Я вам больше скажу. Даже гуру дрифта из Японии, например, Масато Кавабата, заказал себе Forward несколько двигателей для своего автомобиля. Вот настолько крутая команда у Гочи. Ну и, конечно же, Георгий не единственный спортсмен Forward Auto. В команде состоял и брат знаменитого гонщика Владимир Чевчан. И это именно он привил Гочи любовь к гонкам.
Ну а на сезон 2024 года в команде заявлен Тивадар Роман и Добровольский Тимофей. Естественно, знаменитый Гоча тоже будет выступать за форвард. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Молодое поколение. А знаете, что меня очень радует? То, что подрастающее поколение дрифтеров уже вовсю наступает на пятки старикам. И именно Гоча стал тем, кто привел всех этих молодых гонщиков в спорт. Совместно с Анатолием Зарубиным были выпущены несколько фильмов о нашем герое, которые в красках рассказывали про его выступления за рубежом. И именно успех Гочи дал тот самый толчок для развития дрифта во всем мире. Остается только гадать, сколько еще Георгий Чивчян сможет удерживать лидерство в этом виде автоспорта. Ну а я надеюсь, что совсем скоро мы услышим о новом поколении, которое сможет побороть старшую школу. Заключение. В этом видео я рассказал вам историю становления чемпионом знаменитого дрифтера Георгия Чивчяна по прозвищу Гоча. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!